вам пост делать, но как бы хотелось бы, чтобы это люди услышали, чтобы побольше народу было. Это нейрографика, можно сказать, на лайте, без усложнений. То есть ты берешь просто тетрадку и, во-первых, сначала понимаешь, где ты сейчас. Вот я, допустим, сейчас вот тут, вот где я есть. Все, прикольно. Осознала или осознал, классно. И дальше пишешь просто, как ты хочешь проживать свои сутки, ну или сколько там ты бодрствуешь. Просто от того, как открыл глаза, до того, как закрыл глаза. И прям проживаешь это. То есть не от логики пишешь, а вот прописываешь, как тебе классно, как вот для тебя прикольно было бы проживать этот день, в каких декорациях, в каких условиях. То есть это работает следующим образом. Как бы мы когда в паттернах живем, у нас там есть, во-первых, участки мозга, да, которые отвечают за вот эти скрипты, за алгоритмы, то есть за то, чтобы жить как бот. Проснулся, сделал там йогу, или проснулся, сделал физкультуру, пошел на работу, с работы пришел, лег спать, и повторяется это бесконечно. А есть там вот эта кора мозга, которая за творчество, там отделы лобные за творчество отвечают. Вот. И когда ты прописываешь новые себе вот эти карты, то есть вот у тебя, допустим, США, то есть прям прописывать, как ты будешь в США жить, что ты там хочешь видеть. Во-первых, оно размывает то, что тебе внушено, то есть ты как бы прописала и смотришь, откликается то, что ты написала или нет. И как бы улавливаешь то, что действительно тебе прикольно, и то, что от тебя. И второе, ты как бы создаешь вот как карту у себя в подсознании, образы, куда двигаться, потому что мозг просто так не понимает. В США. Что? Ну куда? В США, непонятно. А когда у тебя эта картинка прям, которую ты еще создала себе, то есть у тебя тогда понятно, куда двигаться и зачем. То есть похожая тема, как с нейрографикой. Можно даже вот инструменты, как в нейрографике, применять, вот эти 4 уровня чувств, типа, ну, уровня там, восприятия, это вот чувства, смыслы, ощущения и картинка. И прям вот прописывать так день. И тоже Что работает. значит не с точки зрения логики? Вот это я вот ты сказал. Да, потому что мы можем с точки зрения, то есть логически, мы вот привыкли логически мыслить после школы. У нас такая тема, что так, ну, допустим, вот я сажусь, я хочу себе что? Хочу в частном доме жить. Для этого, чтобы был там частный дом, надо какой-то уровень дохода. И я начинаю рассуждать и писать прям себе. То есть это я могу написать себе вот этот день, прописать, как я буду его проживать. Только это может в чувствах у меня никак не откликаться. То есть, типа, я могу это упражнение сделать просто потому, что надо. Типа, вот говорили, надо дневник какой-то писать. Ну ладно, напишу. Написал, положил. Написал, положил. И если оно в чувствах не откликается, то как бы оно и не сработает. Наоборот, оно сработает как очередная какая-то задача, которую типа ты не сделал или не сделала. А если ты именно вот через чувство проживаешь каждое слово, каждую картинку, которую ты хочешь себе в будущем, прописываешь тут от души, как говорится, то тогда оно и случится, потому что мозг будет к этому двигаться. То есть от Надо логики, каждый день. ну, вообще, по идее, да. По идее, каждый день, потому что вот этот дневник такое свойство имеет, что у нас, короче, куча навязанной хрени в голове у каждого. То есть вот цель, допустим, жить в частном доме, может быть, вокруг этой цели может быть очень много лишнего того, что он загружен рекламой. И если каждый день прописывать, то этот образ будет потихонечку трансформироваться, меняться, уникализироваться. И вот когда ты как бы увидишь, что это вот прям уникальная твоя картинка, вот оно прям тогда начнет круто, прям вау, прям надо же смотрела, вау, хочу так. И побежала выполнять действия какие-то в эту сторону. То есть я правильно понимаю, что это условно ты каждый день пишешь плюс-минус как бы одно и то же. То есть ты такой представил себе это и написал. Завтра ты снова представляешь либо эту картинку, либо вот снова в эти ощущения вошел и прописал. Вошел и прописал. Да, Вот да. каждый день вот так пишешь, и
Ну, как бы, естественно, оно будет со временем меняться, естественно. Что я помню, вот я вела вот этот дневник благодарности, и ты такой офигеваешь там через неделю, что у тебя благодарности за солнышко на небе. Ну, то есть ты кайфуешь, начинаешь кайфовать тупо от всего на свете. То есть тут это также, как бы так же работает. Так же, но Да, гораздо круче. Мгм. и не усложнять, то есть не усложнять, то есть ты вот уже сама и так понимаешь, как этот дневник делать. То есть не думать, что это что-то космическая какая-то технология сложная. Нет, просто это именно фишка в том, что вот, мы привыкли, что нам загружают образы, нам цели загружают это всюду вообще. Ну, в основном с рекламы. А тут ты как бы напрягаешь мозг, потому что это тяжело на самом деле. От чувств написать, что ты хочешь. Вот. Но если навык этот развить, то вот будет благодать, и как бы мозг будет понимать, куда двигаться и зачем. Я предлагаю написать, ну, вот эту запись, да, вот сохранить прям куском таким отдельным, выложить ее у нас в канале, и предложить народу, может быть, какой-то один сеанс сделать. Первая страница дневника самопрограммирования. Вот как бы как идея, да, такую медитацию предложить и сказать, что, ну, и вот, собственно, показать, как ее писать, как написать первую страницу для того, чтобы дальше человек мог ее вести, для тех, кому интересно. Да, отличная идея. Вот сделаю. Вот. Ну что, я думаю, что сегодняшняя наша встреча будет потихоньку подходить к концу, потому что опять мы подзатянули. Вот. В общем, классно подвели итоги года. Вот. Давай, наверное, сейчас остановим запись, чтобы это было прям, этот видос был отдельным куском. То есть